Всем привет! Мы сегодня с вами вяжем вот такой узор. Очень просто вяжется. Подойдет наверняка для вязания шапок, а также и для вязания кофт. Я вам желаю приятного просмотра. Петли для узора я уже набрала. Раппорт этого узора состоит из 8 петель плюс 6 петель. Я набрала 22 петли. То есть 16 петель плюс 6, 22 петли. И теперь мы вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь я вяжу 4 петли изнаночные. 4 петли лицевые. Это раппорт нашего первого ряда. 4 изнаночных, провязываем 4 лицевых. Четыре лицевые. И в конце ряда я провязываю 4 изнаночных. Последнюю петлю я провязываю лицевой, ее можно также провязать изнаночной петлей. Вот, теперь я поворачиваю вязание. Кромочную петлю я снимаю, так как я ее провязывала лицевой. Я снимаю первую так, что я ложу нить перед работой и тогда снимаю первую петлю. Если вы вяжете изнаночной, то нить остается за работой. Таким образом я снимаю кромочную. И теперь я второй ряд и все четные ряды я вяжу по рисунку. То есть у нас сейчас получается 4 лицевых, 4 изнаночных. И так вяжу до конца ряда. 4 лицевые, 4 изнаночные. Вот я провязала второй ряд. Теперь мы с вами вяжем третий ряд. Кромочную я снимаю, провязываю 4 изнаночных. И теперь мы с вами будем перекрещивать петли. Первые 2 петли и вторые 2 петли. У меня петли лежат так, что правая сторона, правая дужка, она у меня лежит сзади, поэтому мне петли поворачивать не нужно. Если у вас она по-другому лежит, если она впереди лежит, то вам нужно петли повернуть. Таким образом. Теперь я захожу спицей за работой и провязываю вторую петлю лицевой петлей. Вот таким образом. И теперь первую петлю провязываю тоже лицевой и снимаю обе петли. Теперь мы провязываем, перекрещиваем следующие 2 петли. Теперь я перед работой захожу во вторую петлю, провязываю ее лицевой. И теперь первую петлю провязываю тоже лицевой. И снимаю. 4 изнаночных. Теперь повторяем перекрещенные петли. Сначала за работой, за первой петлей я захожу. Петли, если нужно, поворачивайте. Провязываю первую, вторую петлю и потом первую петлю. Таким образом снимаю со спицы. И теперь перед работой завожу спицу, вторую петлю провязываю и потом первую. Таким образом у нас перекрещиваются петли. 4 изнаночных. И последнюю петлю я провязываю лицевой петлей. Вот так выглядит. Изнаночный ряд, как я уже говорила, мы провязываем все по рисунку. Кромочную я снимаю, провязываю 4 лицевых,
И 4 петли провязываю изнаночными петлями. И продолжаем так вязание. 4 лицевые, 4 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. И последнюю провязываю лицевой. Поворачиваем вязание. Кромочную я снимаю. Вяжу 4 петли изнаночных. Вот теперь у нас здесь 4 петли. Первую петлю я провязываю лицевой. Вторую и третью петлю я провязываю изнаночными петлями. И четвертую я провязываю лицевой. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Теперь я провязываю 4 изнаночные. И здесь повторяем. Первую петлю я провязываю лицевой. Вторую и третью изнаночные петли. И четвертая петля лицевая. И теперь 4 изнаночные. И последнюю кромочную провязываю лицевой петлей. Вот так выглядит. Поворачиваю вязание и вяжу все по рисунку. Провязываем 4 лицевых. Теперь провязываю здесь посередине 1 изнаночную, 2 лицевые и 1 изнаночную. И дальше вяжем все по рисунку, 4 лицевые и так далее. Теперь мы вяжем следующий ряд. Кромочную петлю я снимаю, провязываю 4 изнаночных. Теперь провязываю 1 лицевую, 2 изнаночные, 1 лицевую, 4 изнаночных. То есть мы этот ряд вяжем полностью все по рисунку, как смотрят петли. Лицевая, 2 изнаночных, лицевая. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда я вяжу 4 изнаночных и 1 лицевую, и последнюю лицевую кромочную. Поворачиваю вязание и вяжу опять же все по рисунку, как смотрят петли. То есть здесь провязываю лицевые, здесь 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. Теперь вяжем следующий ряд. И теперь повторяем узор с 3-го ряда, там где мы перекрещивали петли. То есть кромочную я снимаю, вяжу 4 изнаночных. И теперь мы перекрещиваем петли. У меня 2-я петля изнаночная, поэтому я ее поверну так, чтобы первую я снимаю, 2-ю петлю разворачиваю, чтобы правая дужка была сзади. И теперь провязываю, как мы уже провязывали, сначала 2-ю петлю лицевой и потом 1-ю петлю тоже лицевой. Теперь у меня идет изнаночная, потом лицевая, то есть я изнаночную петлю поворачиваю и провязываю теперь впереди сначала 1-ю лицевую и потом, вернее наоборот, сначала 2-ю петлю, потом 1-ю петлю. И провязываем теперь 4 изнаночных. И повторяем еще раз. 1-ю петлю я снимаю, изнаночную поворачиваю, дужка правая сзади. Провязываю за работой сначала 2-ю петлю лицевой. И теперь 1-ю петлю провязываю тоже лицевой. Теперь я поворачиваю 1-ю изнаночную
И перед работой сначала вторую петлю провязываю и потом первую. И теперь 4 изнаночных. И кромочную провязываю лицевой. Вот эти вот петли мы в этом ряду провязали опять лицевыми. Теперь я поворачиваю вязание и вяжу опять все по рисунку. Кромочную снимаю и провязываю 4 лицевых, 4 изнаночных. И так далее. 4 лицевых, 4 изнаночных. И так вяжем до конца ряда. Следующий ряд. Кромочную я снимаю, 4 изнаночных. Теперь вот у нас 4 петли лицевыми. Первую я провязываю лицевой, вторую и третью изнаночными и последнюю петлю лицевой. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая. Теперь 4 изнаночных. Здесь повторяем опять: первая лицевой, вторая, третья изнаночными и последняя лицевой. И в конце ряда я провязываю 4 изнаночных и кромочную провязываю тоже лицевой. Поворачиваем вязание и вяжу изнаночный ряд полностью опять все по рисунку. То есть кромочную я снимаю, 4 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная. И так вяжем дальше по рисунку. Теперь мы провязываем лицевой ряд все по рисунку и потом еще один изнаночный ряд тоже провязываем по рисунку. И теперь мы повторяем ряд с перекрещенными петлями. Еще раз покажу. То есть кромочную снимаем 4 изнаночных. Сначала разворачиваю изнаночную петлю. За работой провязываю сначала вторую петлю лицевой и потом первую. И теперь поворачиваю изнаночную, перед работой провязываю вторую и потом первую петлю. И таким образом мы повторяем узор. Так вот выглядит. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада и до следующей встречи.